Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему перспективы отношений с загаданным человеком. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте, пожалуйста, свою колоду, свою позицию. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу. И начиная с первого варианта, с первой позиции, давайте посмотрим, каковы же перспективы у вас с загаданным человеком. Давайте сначала посмотрим, как он в целом, в общем и целом к вам относится, его отношение к вам. Единички. Вы знаете, судя по всему, у человека за плечами какая-то болезненная потеря. Это, кстати, может быть и расставание с вами, если вы с ним сейчас не в отношениях, если вы с ним расстались, прекратили общение, то это вполне может быть расставание с вами, которое он болезненно переживает. И в данном случае он считает, что у вас есть другой мужчина, вам нужен другой мужчина. Тем не менее, он продолжает достаточно тепло к вам относиться. Для тех, у кого сейчас в отношениях не пауза, здесь, знаете, у него была какая-то потеря, которую он до сих пор не отпустил, которую он болезненно переживает. И благодаря вам, благодаря вот этому теплому общению с вами, он понимает, что он может чувствовать себя сильным, он может чувствовать себя настоящим мужчиной, он может как-то, знаете, вот хотя бы более или менее оптимистично смотреть на жизнь, потому что то, что он потерял, то, что он отпустил из своей жизни, просто оторвал от себя, да, частицу себя, это для него очень сложно, переживательно, и он не может с этим смириться. Ему действительно тяжело, а вы для него, знаете, вот как солнышко. Давайте посмотрим его, ну, давайте в первую очередь чувства к вам. Что он чувствует к вам? Чувства к вам. Разочарование. Вы для него очень значимы. Карта Мир. Вы действительно для него представляете огромную ценность, потому что вы его понимаете, как ни крути. Да, здесь были моменты разочарования, есть моменты разочарования. А почему? В чем он разочарован? В чем он понимает, что виноват он сам? У многих здесь может отыгрываться соперник. У вас либо есть мужчина, либо он думает, что у вас есть какой-то мужчина, который оказывает вам знаки внимания, либо может составить ему серьезную конкуренцию. Вы его разочаровали тем, что у него есть соперник. Он сам даже больше не в вас разочарован, да, он понимает, что он сам виноват, что где-то он не дотягивает, и вам приходится обращать внимание, либо принимать внимание, ухаживание от другого мужчины. Тем не менее, вы для него важны. Карта Мира — это, знаете, ты моя вселенная, а вы для него очень важны, потому что вы его понимаете. Вот шестерка Пентаклей — это карта взаимопомощи. Он понимает прекрасно, что вы можете его услышать, вы можете его поддержать, протянуть ему руку помощи. И да, здесь есть и момент ревности, и момент переживаний, момент осознания того, что ему сложно и тяжело сейчас. Тем не менее, он вам доверяет настолько, чтобы как-то, знаете, вот полагаясь на вас, на ваше общение, идти с вами дальше и уметь вам доверять в дальнейшем. Он знает, чего от вас ожидать, он знает то, что на вас он может просто опереться и идти в какую-то стабильность, которая ему сейчас очень необходима. А какие его планы на вас? Что он вообще планирует? Вы знаете, вообще он стремится к семейным отношениям, к стабильным отношениям.
Поэтому для тех, у кого кто-то не свободен, если человек находится в семье, либо вы находитесь в семье, то здесь такой момент, чтобы трансформировать ваши отношения в такую плоскость, чтобы вы могли пересекаться по каким-то делам, чтобы вы так или иначе были в жизни друг друга, но каждый остается в своей семье. Если же все свободны, то здесь важно провести эту трансформацию таким образом, чтобы убрать все лишнее, всех третьих лиц, всех посторонних, всех, кто мешает, и прийти вот к этому стабильному семейному союзу. Причем он готов действительно работать, он действительно готов вкладываться в результат ваших взаимоотношений. А что будет делать? Что он будет делать для этого в целом? Что он будет делать? Вот вы знаете, как-то не готов пока ничего делать, он связан буквально по рукам и ногам, он в какой-то апатии сейчас находится. Вы для него путеводная звезда, такое чувство, что он уповает либо на ваши какие-то действия, на ваши решения, либо на стечение обстоятельств. Он ждет удачного момента, он ждет удачной ситуации для того, чтобы ему как-то вот приступить к активности, потому что те шаги, которые он может сейчас себе позволить, они его не устраивают, то есть я так не хочу. А те, которые он хотел бы, он не может пока себе позволить. И он, знаете, он не видит. Вот он связан по рукам и ногам. Здесь какие-то, знаете, ограничения, обязательства, обстоятельства. И он ждет просто вот когда ветер переменится. А что он будет делать, когда ветер переменится? Давайте посмотрим, что будет делать. Но опять же, четверка жезлов, как планировал, так и, собственно, поступит. Боится, очень боится, будет действовать очень осторожно. Он будет защищать то, что ему дорого. Во-первых, смотрите, если же кто-то из вас семейный, да, здесь в приоритетах семьи, здесь общение ваше будет выстраиваться по принципу того, чтобы вот эти границы были четко видны, да, то есть семьи отдельно, ваши взаимоотношения отдельно. Для тех, у кого все свободны, он хочет прийти к этой стабильности с вами. Он хочет создать вот эту вот семью. У кого-то это совместное проживание, гражданский брак, у кого-то это вот уже полноценные такие семейные отношения. И что же здесь на перспективу? Давайте посмотрим. Какие перспективы-то? Пока все стоит на месте. Вы знаете, он не отпустит вас, он не готов вас отпускать. У многих все-таки отыгрывается то, что вы не свободны, либо вы, либо он. Он отпускать вас не готов, но для вас именно роль тайной женщины, верховная жрица. Он вас не готов отпустить абсолютно. Здесь все-таки у большинства вот именно тайные отношения, которые достаточно болезненные, достаточно сложные, но он без вас, как без крыла, понимаете, он не может себе представить нормального существования без вашей помощи, без вашей поддержки, поэтому никуда он вас не отпустит. Да, есть неопределенность в отношениях, потому что не в ресурсе он. Но здесь в любом случае, понимаете, он стремится к этой стабильности, но так или иначе вы получаете статус верховной жрицы. В том случае, когда свободный, не свободный, все равно у вас нет какого-то четкого статуса, потому что у него нет каких-то возможностей. В первую очередь здесь может не быть финансовых возможностей, либо ресурсов для реализации всех своих целей и планов. Тем не менее, вас очень тянет друг к другу. Ну так, здесь карта Иерофант. У большинства либо кто-то не свободен, либо же здесь какие-то принципы, которые мешают ему в целом, вот знаете, реализовать так, как хочу. Но он будет стремиться к семье. В любом случае он стремится к семейным отношениям, к созданию семейных отношений, ну, либо же, собственно, к сохранению той семьи, которая актуальна на сегодняшний день. Но вас он не отпустит в любом случае. Никуда от вас он не денется, потому что вы ему необходимы просто вот как воздух. Вот такой был первый вариант, уважаемые единички. Благодарю всех за просмотр. Буду рада всем и благодарна всем за обратную связь. Давайте посмотрим, что же у нас у двоечек. Общее отношение человека к вам. Как он к вам в целом относится. В целом. Хитрый. Здесь у многих тоже либо треугольники. Скользкий тип, скользкий товарищ, но вас он очень ценит.
очень вас ценит и не готов отпускать, он на вас прям заякорился. С одной стороны, он не готов выводить ваши отношения в какое-то иное русло, с другой стороны, он не готов вас отпускать. И здесь, знаете, либо вы, либо он не свободный, да, карта кольцо. Возможно, в дальнейшем, вот если все свободны, возможно, в дальнейшем он будет готов вывести ваши отношения на какой-то новый уровень, но не сейчас. Здесь такие какие-то, ну сейчас посмотрим, что за обстоятельства, но не отпустит и не пойдет пока дальше никуда. Что в чувствах у него к вам? Давайте посмотрим. Двоечки. Чувства. Причем стабильные такие чувства. Ему очень нравится ваша внешность, ему очень нравится быть рядом с вами. Его к вам очень тянет, прям вот как магнитом. Прям магнит вы для него. Но это чувства незрелые. Любит вашу внешность, любит быть рядом с вами. Страсть здесь дикая. Но это чувства, знаете, вот незрелые, маленького ребенка. Чем дальше, чем дольше вы будете общаться, тем крепче будут становиться его чувства и, возможно, перерастут во что-то такое очень искреннее. Но пока это детские эмоции, я удовлетворяю свои потребности через общение с тобой. Я тебе доверяю, я готов смотреть с тобой в дальнейшее совместное будущее, потому что я к тебе привык, я тебя ценю, я не хочу тебя терять. Мне с тобой надежно и комфортно. С тобой рядом я могу вообще двигаться куда-то дальше. Ценит вас, действительно очень ценит. А какие планы на вас? Планы. Развивать, продолжать общение с вами. У многих здесь деловые отношения, рабочие вопросы планируют продолжать решать, но опять же не готов пока, вот знаете, семерка жезлов это границы, не готов пока вот как-то воедино с вами вот объединиться, не готов вывести на новый уровень отношения. У многих, повторюсь, здесь кто-то не свободен, либо же человек просто пока не готов к созданию семьи. Но в дальнейшем, если все свободны, то в дальнейшем он создание семьи рассматривает. Просто сейчас вот ему нужно поработать, да, то есть решить какие-то свои финансовые дела, финансовые вопросы, при этом вы рядышком. Чем дольше общаетесь, тем сильнее его чувства к вам, а потом, пожалуйста, потом подумаем, поговорим, поживем, увидим. А что в действиях, что будет делать? Что будет делать? Десятка пентаклей. Для тех, у кого семейный кто-то, да, либо вы, либо он, семьи здесь на своем месте, в приоритете, и он боится какие-то активные действия совершать, потому что не готов пока к переменам, не готов пока к какому-то соперничеству. Для тех, у кого все свободны, здесь, знаете, через общих друзей, через какую-то общую совместную деятельность будет стараться с вами общаться. Но опять же, ну здесь у большинства просто вот женатый человек, понимаете? Здесь у большинства просто женатый, поэтому от каких-то активных действий он будет воздерживаться пока. Общение будет теплым, искренним, где-то больше даже дружеским. Будут переписки, могут быть подарки, встречи, свидания, шаги навстречу, но без каких-либо таких, вот знаете, перемен. Не готов он пока к ним. А что же на перспективу? Что на перспективу? Императрица, ну да, если человек женат, либо вы не свободны, то, ну, здесь у большинства да. Тайная связь между вами, причем может быть со всеми вообще красками. Это свидание под луной, это любовь, романтика, близость. В полном объеме вообще просто вот крышу снесет, да, голову просто потеряете. Действительно, человек, он никуда от вас не собирается деться, вы ему нужны, у него к вам эмоции, чем дальше, чем сильнее они будут. Но если вы замужем, либо он женат, то императрица здесь на своем месте. И связь у вас только лишь тайная. Причем, знаете, такая, ух, никуда она прям на века, никуда он вас не отпустит. Для тех, у кого все свободны, здесь вы займете свой трон императрицы, обязательно будете той любимой, единственной, обязательно наденет он вам кольцо на палец. Но здесь, знаете, вот карта дьявола, это как те препятствия, как те ограничения, которые нужно преодолеть. Финансовые вопросы, связанные с работой, с благополучием, которые будут, знаете, вот как-то просто
притормаживать ваши отношения, развитие ваших отношений, а в целом все, конечно же, неплохо. Здесь и любовь, и чувства, и нежелание вас терять, и стремление быть с вами рядом побольше, подольше. Но разрыва здесь, во всяком случае, не предвидится. Будете вы рядом друг с другом. Ну уж в каком статусе здесь, смотря у кого какая ситуация изначально. Благодарю двоечек за просмотр. Идем к третьей позиции. Троечки. Давайте посмотрим, как в общем и целом человек относится к вам. Ой. То ли вы в ссоре, то ли очень много у него претензий, он готов вам все их выразить. Он вообще не понимает, что будет дальше, перед выбором стоит, но надеется на то, что все уладится. А вот на эти сомнения, на вот эти ссоры могла его подтолкнуть подруга, вот эта вот собака, друг противоположного пола, которая капает ему на мозги. Он ее как подругу воспринимает, а она хочет, конечно же, большего. Давайте посмотрим чувства его. Чувства его к вам. Закрыт. Здесь действительно у вас либо какая-то крупная ссора, либо претензии друг к другу накалились. В первую очередь его претензии к вам, они дошли до такого предела, что человек готов действительно вот кулаком по столу ударить. Третий вариант — ссора, претензии, либо вот прям на пороге ссоры стоите, и виной тому действительно вот эта вот собака. Вы знаете, я могу сказать, что даже он может уже начать сомневаться в том, насколько вы его человек. Здесь он действительно на выборе. Вот эта собака ему капала на мозги и накапала, да, то есть вот она плохая, а я хорошая. Он в глубине-то души надеется на то, что да нет, все-таки, наверное, она хорошая, да, вот та, вы, то есть та, кто смотрит, но на текущий момент очень сложно все. Такое чувство, что все умерло, и он закрыт, и потому что больно, и потому что переживает. А что здесь случилось? Ну, у каждого, конечно, свое случилось. Что здесь случилось? А здесь пятерка жезлов, соперничество. Соперники, соперницы, и как раз-таки вот третьи лица, влияние третьих лиц, сильная очень ссора. Причем ссора, пятерка мечей, это, знаете, могла быть вообще элементарно на почве какой-то недостоверной информации, либо сильный конфликт, либо вот манипуляция информацией какой-то. И сейчас просто нужно успокоиться. Сейчас просто нужно, знаете, вот прийти в баланс. У кого-то здесь просто отношения достаточно длительное время стояли на месте, какие-то важные решения, движение вперед откладывалось на потом. И на почве этого ты хочешь одного, я хочу другого. Здесь, собственно, и несоответствие желаемого и действительного. Но, судя по всему, примирение здесь будет. Потому что то, что было между вами, нельзя ни в коем случае перечеркнуть. Это нужно обязательно продолжать. И несмотря на то, что сейчас, казалось бы, у него в душе вот все вытоптано, все вымерло, переживание говорит о том, что вы все-таки ему не безразличны. И давайте посмотрим, судя по всему, продолжение будет. Какие у него планы на вас? Какие планы? Планы... Ну, он планирует возродить ваши отношения, да, возобновить их, но через какой-то хитрый такой достаточно ход. Причем, с одной стороны, он хочет как лучше, но ему придется использовать какую-то авантюру. Здесь прям, знаете, вот планы наполеоновские, 3 старших аркана. Дьявол говорит о том, что здесь будет присутствовать какая-то хитрость. И момент вашей паузы, момент вашего разрыва, вот отсутствия общения, он может потратить на какие-то, ну, свои такие движения, которые он не будет вам афишировать, как вариант общения вот с этой вот собакой. Тем не менее, страшный суд — это, знаете, как стечение обстоятельств. То есть он планирует не то, чтобы вот прям взять ситуацию в свои руки, а отпустить все. И когда настанет удобный момент, сделать тот самый шаг навстречу, который позволит вашим отношениям начаться вновь.
На самом деле карта Иерофант очень хорошая карта, это символ правильности, традиционности. В идеале это отношения, когда есть только двое. Это отношения, которые ведут вот именно к браку. И на самом деле он терять-то вас не хочет, он надеется на то, что все будет благополучно. Судя по всему, здесь вот этот раздор, вот эту пыль подняла вот эта самая собака. И ее участие здесь, оно такое, знаете, я бы сказала, ключевое. А что он делать-то будет в итоге? Что делать? Да с чувствами придет, мириться придет. Конечно, придет мириться с подарком, с приятной новостью, с каким-то предложением, от которого вы отказаться не сможете. Будет говорить о чувствах. Не в полной мере здесь будет взята ответственность, да, то есть поступки такие полудетские, полуромантичные, потому что все-таки доля эгоизма присутствует, доля инфантильности присутствует, но очень хорошо то, что он сделает шаги навстречу. Действительно, стечение обстоятельств, определенные ситуации помогут ему выйти из этого состояния неопределенности. Действительно, он вами дорожит и шаги навстречу сделает, но здесь все-таки на горизонте маячит вот эта вот королева жезлов. Очень сильно она прям вокруг него пляшет, прям с бубном пляшет. Вот дать бы ей, конечно, в этот бубен, этим бубном. И будет тогда все хорошо. А что на перспективу? Здесь она будет, это мадам. Что на перспективу у вас? Опять же ревность, судя по всему, ссора не последняя, ссора будет на почве ревности. Но здесь, знаете, прям вот опять же колесо фортуны. Все-таки высшие силы, они за вас. Какие-то ситуации, они будут совершаться совершенно случайно, да, происходить совершенно случайно, но они будут вам на пользу. Несмотря на ревность, несмотря на некие такие качели, на цикличность, все равно будут складываться обстоятельства таким образом, чтобы вас объединить, чтобы вас соединить. Вы знаете, кстати, катализатором к вот этим переменам может быть мужская фигура. Вот он, жезловый король. Это может быть тот мужчина, который, знаете, вот составит конкуренцию тому, на кого вы смотрите. Либо же это может быть кто-то из доброжелателей. В любом случае его роль здесь... Посмотрим. Нет, здесь роль миротворца. Здесь скорее все-таки кто-то из друзей, либо этот мужчина, который отвлечет вот эту вот собаку, жезловую королеву, да, может, в бубен ей даст, кто знает, может быть, отвлечет ее, да, перетянет внимание на себя, опять же. И благодаря появлению вот этого жезлового короля ваши отношения, они устаканятся, они уже утихомирятся, и здесь все будет сводиться к тому, чтобы ваш союз, он укрепился, чтобы ваш союз с тем человеком, на которого вы смотрите, он стал более стабильным. Не зря он надеется, не зря он верит, ну и, собственно, и вы, судя по всему, верите не зря. Не просто, сложно достаточно, но здесь как только уйдет вот эта вот женская фигура, судя по всему, в ней вот эта вот загвоздка, как только уйдет вот эта женская фигура, сразу же все наладится, сразу же все стабилизируется и придет в норму. Вот такой был у нас с вами сегодня расклад, вот такой получился у нас с вами прогноз на перспективу отношений с загаданным человеком. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.